Едем по Запорожью с бабурки на набережную. Друзья, вы на канале «Учите компьютер вместе с нами». Образовательная тематика моего канала не дает возможности к его быстрому росту. Потому что люди редко смотрят обучающие ролики из интереса. Чаще всего это происходит по необходимости. Поэтому я решил немного разнообразить контент. Надеюсь на вашу поддержку. А сегодня я хочу показать вам город Запорожье, известный Днепровскими порогами, Днепрогэсом и Запорожской сечью. Наш маршрут движения вы видите на карте. По новому мосту мы пересечем Старый Днепр и въедем на остров Хортицу. С острова на левый берег новый мост еще строится. Поэтому нам придется ехать по старому мосту Преображенского. И, хотя сейчас уже полдень и давно не час пик, я думаю, что мост Преображенского нас не подведет, и вы сполна сможете окунуться в атмосферу, в которой запорожцы добираются утром на работу. Далее наш маршрут проследует по набережной магистрали до поворота на Дубовую рощу. Итак, мы подъезжаем к въезду на новый мост и сейчас посмотрим, что на нем изменилось с момента открытия в декабре прошлого года. Его строительством занимается турецкая компания «Анур». Мы меняем полосу движения, потому что на данный момент он работает в режиме одностороннего движения. Справа от нас идет строительство еще одного, точно такого же мостового перехода. Учитывая нашу скорость движения, полетел выше 100. Мы подъезжаем к острову Хортица. Это самый большой остров на Днепре, да еще и в черте города. Его длина составляет 12,5 километров, а ширина около 2,5. В исторических трактатах византийских императоров упоминания об острове Хортица датируются примерно 950 годом нашей эры. Но это все равно гораздо позже, чем основание Киева, который в 882 году уже был столицей Киевской Руси. Возраст гранитов, из которых состоят хортицкие скалы, насчитывает более 2,5 миллиардов лет. Из достопримечательностей на северо-восточном берегу Хортицы располагается музей истории запорожского казачества и Запорожская сечь. На юге – конный театр. Кстати, вот этот поворот направо и приведет нас к нему. Кто любит кататься на лошадях, может отправиться на конную прогулку. В северной части острова высота скал достигает 40-50 метров. К югу скалы постепенно снижаются и переходят в подтопленные плавни, которые считаются заповедной зоной. Сейчас мы подъедем к старому мосту Преображенского, и если нам повезет, то заедем на него без пробки. Но хочу вас предупредить, что это бывает очень редко. Давайте объедем этот автобус. Как видите, строительство развязки для нового моста еще не закончено. Возвращаемся в первый ряд. Впереди нас ожидает пробка, а первый ряд – это самый быстрый и безопасный способ ее проехать. Впереди круговое движение, где мы должны уступить дорогу. По кругу сплошной вереницей идут фуры, для которых движение через Днепрогэс закрыто. И если бы вдруг мы сейчас оказались во втором ряду, то потом пришлось бы тесниться между других машин, в надежде, что на тебя не наедет КАМАЗ. На что он имеет полное право. Он едет по главной дороге, и если вы на легковой машине, то справа ему вас абсолютно не видно. Кстати, по этой причине здесь в час пик нередко бывают аварии. Давайте проедем пробку на ускоренном просмотре. Вот как раз то, о чем я и говорил. Жигуль не пропустил фуру и попал в невидимую зону. Двигаемся дальше.
Вот этот резкий поворот направо тоже оказывается опасным для легковушек, слева от которых идут фуры. Ну а теперь нам нужно освободить ряд, потому что дальше движение разрешено только общественному транспорту. Не очень старый асфальт, его постоянно здесь ремонтируют, но посмотрите, как он поплыл. Справа сейчас хорошо видно стрелу самого мощного в Европе плавкрана «Река-море» с грузоподъемностью 800 тонн. У него даже как у человека есть имя – Захарий. Он трудится над установкой металлических секций на временные опоры. И 25 апреля уже была установлена первая такая секция. Специально для этих целей Захарий был доставлен из Стамбула. Длина его стрелы составляет 96 метров, а максимальная высота подъема груза 75 метров. Мы потихоньку заезжаем на мост Преображенского, и если сейчас посмотреть влево на другой берег, то там виднеется Днепрогэс. Мост Преображенского в последние 20 лет совершенно не справляется с трафиком, особенно в час пик, утром и вечером. Можно сказать, что сейчас нам крупно повезло, потому что мы простояли в пробке всего 10 минут. Посмотрите, в каком состоянии находятся опоры. Сверху над нами проходит железная дорога, и вся вибрация от проходящих составов передается на них. Это видео я записывал в конце апреля, но сейчас уже стало известно, что 6 мая, во время буксировки, Захарий днищем наткнулся на скалу и получил повреждения. Здесь скалистое дно и достаточно сложный фарватер. Хотя у нас в городе есть Запорожский судоремонтный завод, но 12 мая его отправили по Днепру в Херсон для обследования и ремонта. Это не первое происшествие с Захарием. Построен он был еще в 2009 году в Киеве. А уже в 2011 году при строительстве моста кран упал из-за несоблюдений правил эксплуатации. Тогда пришлось полностью заменить основную и вспомогательную стрелу, но параллельно была увеличена и его грузоподъемность с 680 до 800 тонн. Мы покидаем мост. Выезд здесь такой же крутой, как и заезд. Не удивляйтесь, что здесь все находится в таком полудостроенном состоянии. Строительство дорожной развязки на левом берегу для нового моста еще не закончено и продолжается полным ходом. На перекрестке мы поворачиваем вправо и выезжаем на набережную магистраль. Сейчас вы поближе увидите строящиеся эстакады. Несмотря на то, что уже давно тепло и сухо, этот участок дороги за зиму разбили, но ремонтировать его никто не спешит. В докарантинные времена День города Запорожья 2 октября всегда праздновался именно здесь, на набережной в виде Покровской ярмарки. Автомобильное движение в этот день полностью перекрывалось. С ближайших сел со своей продукцией приезжали фермерские хозяйства и другие производители товаров народного потребления. Свои палатки они устанавливали по правую и левую сторону дороги. Также открывалось множество кафешек и проводились различные мероприятия. Ну а люди сплошным потоком двигались по проезжей части. Справа от нас виднеется река Днепр. Именно здесь находится городской пляж. Чтобы до него можно было безопасно добраться, есть вот такой пешеходный мост. Но желающие сократить время или свою жизнь бегают через дорогу напрямую. Мы подъезжаем к одному уникальному перекрестку. С какой бы скоростью я ни ехал, стоял в пробке или нет, я всегда попадаю здесь на красный свет. Ну вот, замигал, пора тормозить. Что и требовалось доказать. Едем дальше. Дорога здесь неплохая, но основной поток едет не спеша, так как на этом участке много пешеходных переходов. Если сравнить нашу набережную с тем же Днепром, бывшим Днепропетровском, то выглядит она довольно серо. Здесь не хватает элементарного благоустройства. Вот, кстати, по левой стороне недавно открылся АТБ.
Правда, для нормальной стоянки места здесь нет, и я уже видел из-за этого аварии. Слева от нас сейчас располагается каскад фонтанов «Радуга» и парковая зона. Народные гуляния во время ярмарки проходят вплоть до сих пор. Едем дальше. Мы подъезжаем к одному из символов коррупции нашего города. По-другому сказать не могу. Глядя на него, становится понятно, почему иностранные инвестиции не идут в экономику. Еще в далеком 2003 году немецкая компания Metro Cash & Carry хотела построить на набережной магистрали свой гипермаркет. Но, по официальной версии, это вызвало массовые акции протеста со стороны общественности, так как набережная является рекреационной зоной с немалой исторической ценностью. В итоге, через 4 года Метро все-таки разрешили начать строительство своего гипермаркета, но практически за чертой города, на Ореховском шоссе. А теперь посмотрите направо. Чего здесь сейчас только нет. Это наши и Эпицентр, и Ашан, и Сити-Молл. И это как раз то место, которое представляет ту самую историческую ценность. Набережная магистраль, по которой мы сейчас едем, проходит параллельно главной улице города, проспекту Соборному. Но если вам нужно быстро попасть из точки А в точку Б, то все безусловно едут здесь. Мы подъехали к цели нашего путешествия. Если на этом круге вы повернете направо, то попадете к парку Дубовая роща. Ну а мы поднимаемся на проспект Соборный. Надеюсь, что вам было интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Все нормально, эта камера упала.